Глава 121. Свет в десятках тысяч домов. Таблетка очищения ЦИ — это была эксклюзивная разработка торгового чуда, таблетка очищения ЦИ. Их не могли приобрести даже некоторые влиятельные семьи. Говорили, что на черном рынке одна таблетка стоит 10-20 тысяч золотых монет. Линь Фань потратил лишь несколько серебряных монет, чтобы купить настольную лампу, и выиграл нечто, стоящее десятки тысяч золотых монет. Продав ее, Линь Фань мог стать богатым молодым мастером, у которого есть больше 10 тысяч золотых монет. Ему бы не пришлось больше рисковать жизнью, что ради нескольких золотых монет убить демонического зверя — это было невероятное везение. Все клиенты услышали об этом из громкоговорителей. Новость разнеслась по всем уголкам торгового центра. Услышав это, каждый клиент испугался. Разыгрывались даже таблетки очищения ЦИ, не слишком ли расщедрилось торговое чудо. Возбуждение толпы возросло в десятки раз. Чутянь лично вручил Линь Фаню фарфоровую бутылку с таблеткой. Вот твой приз. Ты удачливый малый. Линь Фань, Линь Сюань и остальные чуть не упали от волнения в обморок. Выигрыш такого серьезного приза был приятной неожиданностью, но они никогда бы не подумали, что приз им вручит сам Чутянь. Как они могли не волноваться, находясь так близко к своему идолу, каждый так разволновался, что даже потерял дар речи. Чутянь хлопнул в ладоши. Цена этого приза высока, так что вас будут сопровождать несколько стражников торгового чуда. Не тревожьтесь о своей безопасности, такая родственная забота. Сервис торгового чуда был неимоверно хорош. Тут же вышли стражники и повели 8 человек домой. Линь Фань пришел в себя, лишь вернувшись домой. Он крепко сжимал в кулаке таблетку очищения ЦИ, и его разрывало от внутренних противоречий. Он мог продать ее и получить достаточно денег, чтобы жить безо всяких забот. Он мог использовать таблетку и стать сильнее, мог получить шанс войти в новый мир. Что бы он ни выбрал, он многое потеряет. Но выбор был прост. Остальные понимали мысли Линь Фаня. Линь Сюань ободряюще сказала: «Брат, тебе не о чем беспокоиться. Неважно, какое решение ты примешь, мы тебя все равно поддержим». Линь Фань благодарно кивнул. Он думал недолго. Он включил настольную лампу, и стол залило светом. Он смотрел на газетные вырезки, покрывающие стол и стены, залитые ярким нежным свечением. Сердце Линь Фаня было полно веры, которая придавала ему бесконечную храбрость. Я решил. Я хочу стать сильнее. И Линь Фань тут же проглотил таблетку очищения ЦИ. Таблетка оправдала свою репутацию, потому что сразу же подтолкнула его к 6-му уровню совершенного тела. В городе Южного Неба редко можно было встретить человека, который был моложе 17 и который достиг 6-го уровня совершенного тела. Этого было более чем достаточно, чтобы ярко сверкать на саммитах. Таблетка уберегла его от 3 лет напряженной работы, и эту возможность подарила ему торговое чудо. Линь Сюань взволнованно обняла его. «Поздравляю». Остальные 6 человек искренне радовались за Линь Фаня. Толстяк с возбужденным выражением лица крикнул: «Пойдемте, мы должны выпить за это». Над ними нависла ночь, и ярко сияли звезды. Было уже поздно. 8 человек купили несколько бочонков дешевого пива и притащили их на крышу заброшенного дома. Они смотрели вниз на город Южного Неба, и все главные улицы горели огнем. В окнах домов светились электролампы. В небе мерцали звезды. Фонари сияли с ними в унисон. Торговое чудо действительно сделало это. Месяц назад Мэн Цину обещала, что они зальют светом весь город Южного Неба. Тогда многие думали, что это лишь пустые слова, но кто мог подумать, что уже через месяц это случится. Скоро этот чудесный свет проникнет в каждый закоулок города Южного Неба. Скоро он зальет все центральные государства, и, возможно, даже всю страну Южного Лета. Этот свет покроет весь континент. Линь Фаня и остальных переполняли эмоции. Когда этот момент войдет в историю, станет ли он легендой, которую люди будут передавать из уст в уста, они стали свидетелями чуда. Ура! За нашего идола! Мы сделаем все возможное. Даже если сейчас мы не можем, однажды мы все равно станем членами торгового чуда. 8 разгоряченных людей подняли бокалы. Стоя под звездным небом, перед светящимся городом, они дали обещание, которое вдохновило их, чтобы воплотить свои мечты. Неизвестно, сколько в городе Южного Неба было такой молодежи. Чутянь не просто изменил взгляды людей. Он стал примером для молодых, вдохновив их следовать по его стопам. На следующий день штаб-квартира торгового чуда была вся в делах. Мэн Ин занималась статистикой. Данные о продажах всего лишь за один вчерашний день были ужасающими. Они продали товары, которые вместе стоили больше 3 миллионов золотых монет. Мэн Ин показалось, что она неправильно посчитала. Но спустя несколько повторных попыток она обнаружила, что никакой ошибки нет.
Их бизнес был убийственным. 1 миллион из этих 3 приходился на продукцию торгового чуда, а остальные 2 — на продукцию других компаний города Южного неба. Все это было продано в торговом центре торгового чуда. Это слишком шокировало. Она не поверила бы в это, если бы не увидела лично. Узнав, что прибыль торгового чуда достигла таких масштабов, Наньгун и был шокирован. Это не было для него приятным сюрпризом. Как в городе Южного неба могли возникнуть такие денежные обороты? Торговое чудо силой двигало экономику города вперед, дворец мэра сильно пострадал. В настоящее время торговое чудо было свободно от уплаты налогов. Неважно, насколько хорошо шли дела торгового чуда, дворец мэра не получил с их продаж ни одной бронзовой монеты. Прибыль торгового чуда была воистину пугающей. Роскошные лампы стоили больше 100 тысяч золотых монет. Но на их производство уходило лишь 1000 золотых монет. Таблетки очищения ЦИ продавались на черном рынке за 10-20 тысяч золотых монет. Но их создание обходилось лишь в несколько сотен золотых монет. Торговое чудо стало самой влиятельной и прибыльной компанией в городе Южного неба. Пока Наньгун и скорбел о личных потерях, пришла Мэн Цин, чтобы обсудить вопрос о покупке акций. «Что? Вы позволите мне купить акции?» Наньгун и не верил своим ушам. «Каковы ваши условия?» «Рассказывай». Мэн Цину кивнула. «Сейчас торговому чуду не хватает денег, но мы передадим тебе 10% товара, если вы станете директором магазина. Вы будете отвечать за отношения с поставщиками. Это не были акции торгового чуда. Это были просто запасы со складов». Мэн Цину сказала: «Цель чуда мало — создание крупнейшей торговой площадки в стране, поэтому нам нужна поддержка семьи Наньгун. Поскольку вы, господин мэр, старейшина семьи Наньгун, то если вы станете нашим директором, это очень подстегнет нашу стратегию расширения». Мэн Цину пришла, чтобы продать акции и потребовать ответную услугу. У Мэн Цин было проницательное коммерческое чутье. Она внимательно следила за развитием торгового чуда. Такого старейшину, как Наньгун, было трудно пригласить, но их бизнесу это может пойти только на пользу. Если он займет должность директора, компании будет намного легче расширяться. Мэн Цину не просто пыталась заполучить поддержку Наньгун, и она искала поддержки семьи Наньгун, чтобы Наньгун и понял все до конца. Мэн Цин ясно изложила свой план. В Чудо-молле продавались все виды товаров. В стране Южного лета было всего несколько таких торговых центров, и их было немного даже на целом континенте. Компании континента продавали схожий продукт, но разные компании устанавливали разные цены. Множество стратегий продаж лишь затрудняли выбор потребителя. Континент был невероятно обширным, и в каждом регионе были свои уникальные товары, которые трудно было распространять. Чудо-молл должен был стать крупным торговым центром со справедливыми ценами. Цены будут стабильными, продукция уникальной, и это привлечет много клиентов. Чудо-молл станет торговой площадкой для своей продукции и продукции других компаний. Мэн Цину была готова связаться с лучшими и наиболее надежными поставщиками, чтобы те предоставили им товары. Торговому чуду достанется определенный процент от прибыли. Они уже нашли нескольких поставщиков в городе Южного неба и заключили с ними контракты. Поэтому, когда открылся Чудо-молл, там продавались товары не только торгового чуда, но и других компаний города Южного неба. Именно это позволило им получить прибыль в 3 миллиона разом. Эти компании отправили в торговый центр часть своей продукции и продали ее через каналы сбыта торгового чуда. Часть прибыли полагалась торговому чуду. Ситуация была фактически беспроигрышной. Торговое чудо и без того было влиятельной компанией. Другие компании боялись, что торговое чудо начнет расширяться и активно скупать их компании. Но теперь ситуация изменилась. Торговое чудо не только решило не выкупать их, но и дала им возможность разместить в Чудо-молле свои лучшие товары. Чудо-молл становился все больше и больше. Торговое чудо было обречено на успех. Пока их товары соответствуют стандарту, они могут следить за потоком торговли. Они смогут продавать товары в близлежащие города, возможно, даже в центральный город. В каждом городе были свои уникальные товары и своя собственная система сбыта. Лишь компания, подобная торговому чуду, могла прорвать эти сети. Позвольте спросить, какой город сможет противостоять соблазну электроламп? Позвольте спросить, какой город сможет противостоять красоте кухонных плит? А ведь в будущем появится еще больше талисманов и таблеток. И даже такое чудо, как радио. Благодаря этому торговое чудо легко могло проникнуть на рынки других городов. Однако в этих городах им нужно было найти влиятельных партнеров. Эта компания могла стать компанией национального масштаба, и кто мог это опровергнуть, это не только делало жизнь потребителей удобной. В этом магазине можно было продавать все виды товаров по разумным ценам. В этом магазине можно было купить все виды товаров, которые раньше было трудно достать. Такого никогда прежде не было. Торговому чуду не нужно было тратиться на производство товаров.
Им нужно было лишь найти поставщиков, которые будут поставлять торговому чуду продукцию. Это позволит торговому чуду занять главенствующее положение. Когда это произойдет, уже никто не сможет с ними сравниться. Разве могли с ними конкурировать местные компании? Без сомнения, бизнес-план Мэн Цин опережал эпоху. Зачем торговому чуду беспокоиться о популярности, если они продают электролампы? Зачем торговому чуду беспокоиться о людях, которые не пожелают с ними сотрудничать? Торговое чудо было весьма влиятельным, Мэн Цин была уверена. Успех чуда-мала неизбежен, Наньгун и был шокирован ее словами. Благодаря таланту Чутеня и твоей мудрости, страна Южного Лета обязательно изменится. Мэн Цин слабо улыбнулась. Моя мудрость — это лишь глазурь на торте, истинная начинка — это талант и знание Чутеня. К счастью, Чутеня рядом не было. Иначе бы он задрал нос до небес. И что же вы думаете об этом предложении, господин мэр? Не нужно ничего обсуждать. Как я могу отказаться от такого хорошего предложения? Я стану директором магазина. Мэн Цин взяла в руки несколько контрактов. Подписав эти контракты, вы официально станете частью торгового чуда. Также обратите внимание, что вы, будучи членом семьи Наньгун, не можете идти против интересов компании, иначе торговое чудо имеет право изъять ваши акции, Наньгун и пылко произнес. Президент Мэн по-настоящему осторожно и предусмотрительно. Пока торговым чудом руководите вы, с ним ничего не случится. Наньгун и прочел контракты. А затем поставил на каждом свою подпись. С этого момента, господин мэр, вы являетесь членом торгового чуда, удовлетворительно кивнула Мэн Цину. Затем она передала Наньгун и нефритовый свиток. Это культивационная техника бессмертного звездного тела. Изучать эту технику имеют право лишь высокопоставленные сотрудники торгового чуда. Запомните ее, а потом сожгите свиток. Это тайна компании, так что вы не можете раскрывать ее другим. Бессмертное звездное тело, лицо Наньгун и наполнилось радостью. Он уже давно хотел узнать эту несравненно мощную оборонительную технику. Его духовный источник, вулкан, обладал довольно сильными атакующими возможностями, но для восстановления требовалось много времени, и за это время он мог получить ранение. Если у Наньгун и появится мощная оборонительная техника, подобная этой, он сможет уверенно сражаться с культиваторами 5-го уровня пробужденной души, хотя сам достиг лишь 4-го уровня. Глава 122. Путешествие в Центральное государство. Прошла половина недели. Состояние чуда-мала стало стабильным. Все малые и крупные медиа города Южного Неба отслеживали, насколько велики продажи чуда-мала. Это трогало всех, кто узнавал об этом до глубины души. Естественно, новая бизнес-модель и величие торгового чуда заставили множество других компаний предложить им сотрудничество. Они надеялись, что их продукты появятся на полках чуда-мала. Мэн Цин придерживалась единственного принципа. Если продукт хорош, и его цена соотносится с качеством, он может появиться в чудо-молле. У продуктов крупных компаний были все шансы на победу. Когда торговое чудо достигло в городе Южного Неба своего пика, Чутянь наконец принял решение. Они покинули город Южного Неба и отправились в Центральное государство. Город Южного Неба был немалым. Но ресурсов не хватало, а люди были слабыми. Чутянь и торговое чудо не могли навсегда застрять в таком месте. Центральный город был столицей государства. В нем проживали 4 великих семьи — Чу, Ло, Е и Юнь, и в каждой семье было множество экспертов. Любой из их экспертов пробужденной души был в несколько раз сильнее любого культиватора пробужденной души из города Южного Неба. Над 4 великими семьями главенствовала семья Фэн. Ее возглавлял маркиз Божественного Ветра Фэн Юнь-Тянь, и эту семью можно было назвать отчужденной. 4 великим семьям подчинялись крупные семьи вроде семьи Цин и семьи Сюн. Если кому-нибудь из этих семей захотелось уничтожить самую сильную семью в городе Южного Неба, они могли тут же это сделать. В этом и заключалось величие столицы, откуда здесь могло появиться так много экспертов и крупных семей. Все потому, что в центральном государстве была самая высокая концентрация духовной энергии. В нем было бесчисленное количество небесных и земных сокровищ, драгоценных кристальных рудников. По объему ресурсов центральный город входил в десятку лучших городов страны Южного Лета. Чутянь уже достиг уровня пробужденной души, и город Южного Неба больше не мог питать его рост. Как он мог достичь более высокого уровня там, где трудно найти даже эликсиры 1-го уровня, будь это ради торгового чуда или ради него самого? У Чутяня не оставалось выбора, кроме как уехать, и это нужно было сделать как можно скорее. Чутянь рассказал о своем плане сестрам Мэн. Они уже достигли соглашения по этому вопросу, поэтому ни одна не возражала. Чутянь сказал им: «Мы оскорбили множество людей из центрального города, поэтому на этот раз наше путешествие не должно быть публичным. Нам нужно проникнуть туда тайком, иначе мы столкнемся с серьезными проблемами, а у тебя все-таки есть самосознание», — раздраженно произнесла Мэн Ин.
Ты оскорбил 3 великие семьи. Если мы будем развиваться на их территории, разве они будут нам помогать? Они лишь будут чинить нам препятствия. Поэтому сначала я решил отправиться один. Ах. Мэн Ин вытаращила глаза. Ты хочешь поехать один? Чу Тянь кивнул. Торговое чудо на пике своего развития, и у юной мисс накопилось столько работы, что она просто не может сейчас уйти. Что касается тебя, ты должна остаться и помогать сестре. Если тебе будет нечем заняться, можешь учиться, ситуация была именно такой. Мэн Цин была слишком занята, чтобы уйти. Чудомол открыли совсем недавно, это был очень долгий и тяжелый проект, и Мэн Цину не могла расслабиться, не взяв на себя ответственность. Что касается безопасности, то в одиночку Чу Тянь может проникнуть в центральный город, однако если он привезет с собой сестер Мэн, то крупные семьи определенно их заметят. Трудно представить, сколько это вызовет неприятностей. Мэн Ин была обескуражена. Старшая сестра не могла уйти, потому что без ее знаний торговое чудо существовать не сможет. Что касается Мэн Ин, то даже если бы она ушла, то ничем не помогла бы, и это сделало бы путешествие Чу Тяня более опасным. Хотя это удручало, однако Мэн Ин пришлось признать, что так и есть. 2 недели, произнес Чу Тянь. Дайте мне 2 недели, и я повышу репутацию торгового чуда в центральном государстве. Чу Тянь решил применить старый трюк и сменить внешность, а потом связаться с тайной организацией Наньгун Юн, которая возникла в центральном городе. Как только придет время, он раскроет свою личность и использует эту возможность, чтобы торговое чудо заняло в центральном городе твердую позицию. Чтобы соблюсти секретность, Чу Тянь решил не брать с собой даже солдат-трупов. 18 трупов могли выстоять перед лицом эксперта 4-го уровня пробужденной души, но если он приведет их туда, то выдаст свою личность. Это противоречило его намерениям. Большие глаза Мэн Ин наполнились тревогой. Можно ли тебе отправляться в столицу в одиночку? Чу Тянь равнодушно махнул рукой. О чем ты беспокоишься? Ты до сих пор сомневаешься в моих навыках. Никто в этом мире не может сравниться со мной. Просто расслабься и продолжай изучать боевые искусства, забудь про столицу. Но бездельничать не стоит. Если ты не укрепишь свой культивационный фундамент и бессмертное тело за 2 недели, я тебя отшлепаю. Лицо Мэн Ин покраснело, она с негодованием сказала: «Это ты просто расслабься. Я обязательно превзойду тебя». Мэн Цин нахмурила брови и несколько минут думала. Это действительно был самый лучший план. Прямо сейчас торговое чудо переживало насыщенные дни, и ни одна из семей центрального города не подумает, что Чу Тянь может отправиться туда в такое время. Она кивнула и сказала: «Если тебе что-то понадобится, я все подготовлю». Чу Тянь ответил: «Центральное государство отличается от города Южного Неба, большое влияние там оказывают семьи. Если я привезу туда технологии города Южного Неба, лампы и горшочки для приготовления еды, это тут же обнаружат. Поэтому, чтобы скрыть нашу личность, мы можем лишь создать что-то новое». Мэн Цин выпалила: «Мы создадим электромагнитные башни и радио». Верно, это один из моих планов. Сделав паузу, Чу Тянь продолжил. Торговое чудо не должно поставлять большое количество материалов, чтобы избежать внимания властей. Поскольку шахта скрытого звука принадлежит Тянь Чэнь Коммерс, у них должно быть огромное количество камней скрытого звука. Мне нужно будет взять с собой 5 миллионов золотых монет. Взять деньги, чтобы купить все необходимое. Это сведет к нулю всю связь с торговым чудом и будет самым безопасным вариантом. Мэн Цин как можно скорее собрала 7 миллионов золотых монет. Каждая золотая карта стоила 10 тысяч золотых монет, а всего карт было 70. Чу Тянь придал себе облик юноши по имени Лужень. Он переоделся в бродячего культиватора и сложил деньги в суконную сумку. Он был готов отправляться в этот же день. Ты должен быть осторожен. Мы с сестрой приедем через 2 недели. Мэн Ин провожала Чу Тяня, ее лицо наполнилось беспокойством. «Расслабься, разве я вас когда-нибудь разочаровывал?» Чу Тянь ущипнул ее за нос и хихикнул. «Что ж, я пошел. Увидимся через 2 недели». Мэн Ин наблюдала за спиной удаляющегося Чу Тяня, а когда он дошел до двери, догнала его и сказала: «Будь осторожен. Я обязательно буду много тренироваться и учиться». Эта девочка вместе с Мэн Цин уедет из города Южного Неба. Чу Тянь ни капли не беспокоился. Наньгун и Сюн Тянь-Янь, Джан Ли Цин и Сюн Бин — все они поддерживали чудомол. К тому же у Мэн Цин были неплохие способности. Последние несколько дней она тренировалась с Чу Тянем и уже могла считаться его ученицей. Благодаря небесной книге ее способности к обучению были намного выше, чем у обычных людей. Хотя долгое время она ничего не изучала, она все же понимала концепцию основных изобретений. Даже если Чу Тяня не будет рядом, Мэн Цин сможет оказать техническую поддержку.
Чутянь купил великолепную лошадь и поскакал к центральному городу. В дороге Чутянь задумывался о многом. Он прибыл в эту эпоху, встретил Мэн Ин и юную мисс Инангун Юн, полностью вписался в здешнюю жизнь. И теперь торговое чудо добилось всего, Чутянь пытался казаться малозначимым. Он позволил Мэн Цин У и Мэн Ин понять, что для него компания — лишь средство заработка, чтобы поддерживать его существование — лишь игрушка. Но Чутянь был счастливее, чем кто-либо еще. Это было очень хорошее начало. Чутянь полагал, что в ближайшие несколько лет торговое чудо определенно вознесется до вершин. Она станет гигантской корпорацией, которая сможет захватить ресурсы континента. Когда у Чутяня будет достаточно ресурсов, когда у него будет хорошая база и много изобретений, он, наконец, сможет устремиться к своей истинной цели — сломать оковы жизни и смерти, изучить жизнь за пределами жизни, пробраться сквозь оковы времени и пространства, исследовать огромный новый мир. Чутянь хотел сделать многое. В прошлой жизни у него не было возможности исполнить эти мечты, но теперь у него появилась надежда. Чутянь продолжал стремиться к своим мечтам. Город Южного Неба находился на расстоянии 1000 километров от центрального города. Даже если бы у Чутяня был отличный демонический зверь, его путь все равно занял бы 2 дня. Расположение столицы было отличным. На восток тянулся бесконечный горный хребет, сливающийся с пышным лесом. Там было много странных животных и редкие сокровища. На востоке интенсивно развивались горнодобывающие, лесозаготовительные и охотничьи хозяйства. На юге были безграничные прерии. Плодородная земля была богата ресурсами. Там водился бесчисленный скот. Равномерно друг от друга располагалось множество ферм. На севере располагалось широкое озеро. На обширных водных просторах качались 1000 лодок. В доках отгружалось огромное количество товаров, которые разгружали 1000 рабочих. В центре, между прериями, озером и скалами, располагалась столица. Город, высеченный в прекрасных белых скалах, которые окружали город, словно белоснежная крепость. Стены были высокими, толстыми и величественными, словно исполинское изваяние. Они вызывали такие же чувства, как предмет искусства. Это была столица центрального государства, духовная энергия была очень плотной. Путешествовать было легко, все выглядело благополучным. Чутянь заметил, что город окружают древние руины. Даже в городе он чувствовал древнюю ауру. Естественный древний массив поглощал всю энергию в радиусе нескольких сотен ли и накапливал ее в центральном городе. Никогда прежде Чутянь не видел такого массива. Будто его создавали не люди. Вероятно, его построила древняя раса. Если он не ошибся, центральный город был городом, построенным на древних руинах. Центральный город скрывал невероятно расплывчатую тайну. Это была тайна древней эпохи. Неудивительно, что город был благополучным. Глава 123. Молодой мастер небесного меча. Когда Чутянь вошел в город, он напоминал измученного путешественника. Столица центрального государства была в несколько раз больше города Южного Неба. Каждая улица делилась на дорогу, где проезжали экипажи, и тротуар, где ходили люди. Экипажей было не меньше, чем людей. Центральный город действительно замечательный. Осматривался Чутянь. На улицах было много магазинов и школ боевых искусств. Улицы заполняли культиваторы, каждый из которых был одет по-особенному. Члены разных семей носили одежду разных цветов, у каждой семьи были собственный герб и знамя, так что было легко понять, к какой семье относится каждый прохожий. Чутянь был одет, как бродяга, а таких люди обычно игнорируют. Разве может быть полезным человек, далекий от власти? Какие у бродяги могут быть перспективы? Чутяня не волновали взгляды прохожих, он просто бесцельно бродил по улицам, оценивая красоту центрального города. В центральном городе находилась известная на все государства Центральная государственная академия. В ней было больше 10 000 учеников. Поэтому центральный город был не только выгодной торговой площадкой, но и хорошим академическим местом. Везде, куда падал взгляд, были школы или музеи. Вспомнив о Центральной государственной академии, Чутянь подумал о Нангун Юн. Она приехала сюда довольно давно, так что должна была хорошо вписаться в атмосферу города. Чутянь не собирался отправляться в Центральную государственную академию, чтобы найти Нангун Юн. Студенческий городок академии был слишком большим, Чутянь не знал, где ее искать. Если он начнет задавать вопросы, то велик шанс, что его истинную личность раскроют. Так что он мог лишь ждать, однако ему нужно было поспешить, за спиной Чутяня раздался рев. На 8 гигантских тиграх яростно ехали вперед 8 солдат. Они расталкивали экипажи и размахивали кнутами, разгоняя бедняков. Вон с дороги. Все вон с дороги. Когда по дороге едет экипаж молодого мастера небесного меча, все должны уйти прочь.
Грубость солдат вызвала недовольство, но стоило всем услышать, что едет молодой мастер Небесного Меча, как они быстро ушли с дороги. Никто не посмел жаловаться. Прищурившись, Чутянь пробормотал: «Молодой мастер Небесного Меча? Это же Чу Син Хэ. Этот парень слишком много о себе возомнил». Лисенок кивнул, соглашаясь с хозяином. «Что может понимать такой ублюдок, как ты? Ты знаешь, кто такой молодой мастер Небесного Меча? Он — самый талантливый человек центрального города. Он — гордость и честь нашего центрального города. Не мели чушь, иначе не сможешь спасти свою жалкую жизнь». Несколько прохожих, уродливо искривив лица, упрекнули Чутяня, словно оскорбление молодого мастера Небесного Меча было оскорблением всего центрального города. Это сбило Чутяня с толку. Неужели Чу Син Хэ может представлять весь город? В этот миг вперед выехали 3 ряда мечников семьи Чу, одетые в серебряные мантии. Каждый ехал на нефритово-зеленой лошади. Это были очень сильные боевые кони, ростом в 2 метра, сильное твердое тело позволяло им проезжать за один день 10 тысяч ли. К тому же, каждый из них достиг 9 уровня совершенного тела. В каждом взводе было 8 человек, а всего солдат насчитывалось 24. Каждого окружала невероятно сильная аура. Кто-то в толпе пораженно воскликнул: 24 гвардейца Небесного Меча. Каждый из них достиг 2 уровня пробужденной души, каждый практикует древнее искусство меча, которое им подарил молодой мастер. Они круглый год сопровождают молодого мастера Небесного Меча и сметают ради него все препятствия. Самые преданные стражники молодого мастера и самые сильные стражники семьи Чу. Молодой мастер Небесного Меча настолько силен и влиятелен. Он действительно заслужил звание молодого мастера. Некоторые культиваторы были удивлены. Каждый стражник достиг 2 уровня пробужденной души, однако их было 24. Сильная аура, окружающая каждого, давала понять, что они пользуются особой культивационной техникой, что они намного сильнее обычных культиваторов 2 уровня пробужденной души. Молодой мастер Небесного Меча действительно внушал страх. Следом за 24 стражниками Небесного Меча вышагивал строй великолепных и гордых стражников. Они ехали на нефритово-белых лошадях, которые были на 3 фута выше, чем обычные лошади. Каждый солдат, оседлавший белую лошадь, был вооружен золотым топором. Они окружали экипаж, который медленно двигался вперед. Что это был за экипаж? Он был полностью золотым и излучал яркий свет. Стоило ему показаться, как толпу охватил страх. Они словно наблюдали, как на горизонте появляется древний бог. Эта властная аура могла принадлежать королю. Безграничное давление походило на исполинскую волну, перед которой все ощущали свою ничтожность. Золотой экипаж был запряжен 2 огромными существами. Над тигриными лапами высились драконьи тела. Людям трудно было смотреть на них из-за величественной ауры. Тигровый дракон — это были давно вымершие тигровые драконы. Увидев знак молодого мастера Небесного Меча, взволнованные бродяги тут же склонили головы. Тигровые драконы были вымершим видом, в их венах текла драконья кровь, придававшая им ужасающую силу. Оба дракона достигли 3 уровня пробужденной души, и они могли стать гораздо сильнее. Казалось, когда появился золотой экипаж, воздух стал плотнее. Все ощущали, как их тело пронзает боль, словно им на плечи давила гигантская гора. Приветствуем молодого мастера Небесного Меча. Толпа, терзаемая этим давлением, не могла не опуститься на колени. Словно по улице ехал сам король. Чутянь ощутил ауру, исходящую от золотого экипажа, и нахмурил брови. Неважно, была ли это аура экипажа или аура тигровых драконов, такой ауры не могло существовать в центральном государстве. Оставался лишь один вариант: Чу Син Хэ должен был получить древнее наследие, и неизвестно, что оно могло ему дать. Чутянь никогда не думал, что все так повернется. Справиться с этим человеком будет трудно. Экипаж сопровождали 2 стражника, один из них был ученым, а второй — одноглазым громилой. Этот ученый был ученым, цепляющимся за жизнь Чу Тун Вэнем, которого победил Чутянь. Толпа преклонила колени перед аурой молодого мастера Небесного Меча. Лишь Чутянь стоял в полный рост, что делало его сильно заметным. Чу Тун Вэнь оглянулся и тут же, увидев Чутяня, помрачнел. Это он. Разве это не Лужень, с которым он уже сталкивался? Как за эти несколько дней он стал моложе? Из экипажа донесся гордый хладнокровный голос. Этот выродок действительно может блокировать мое давление, раз он не встал на колени. Похоже, у него есть способности. Сэр Тун Вэнь, вы его знаете? Несколько секунд поколебавшись, Чу Тун Вэнь решил не портить себе репутацию. Прежде он оскорбил меня, так что между нами нет никакой дружбы. Ха! Вдруг рассмеялся одноглазый громила. Раз он оскорбил старшего Тун Вэня, как мы можем позволить ему жить в центральном городе?
Позволь мне, Чубатяню, отомстить за старшего Тунвэня и отнять его жизнь». Лицо Чу Тунвэня перекосилось, но останавливать его было уже слишком поздно. Одноглазый мужчина внезапно исчез и появился прямо перед Чутянем. На его правом кулаке показалась большая руна. Дико рассмеявшись, он сказал: «Тебе не повезло, жалкий выродок. Сдохни». Лишь увидев, что Чутянь не поклонился экипажу молодого мастера Небесного Меча, одноглазый мужчина бесстрашно решил лишить Чутяня жизни. Его кулак напоминал гигантскую скалу. Чутянь немного изменился в лице. Одноглазый мужчина достиг 3-го уровня пробужденной души, поэтому иметь с ним дело было непросто. Он мог лишь активировать бессмертное звездное тело и отбить его удар. Страшная сила отбросила Чутяня. Он пролетел несколько футов, а люди, окружающие его, получили внутреннее повреждение и теперь плевались кровью. Защита Чутяня рассыпалась на куски. Атака этого парня оказалась сильной, а ведь он ударил даже не в полную силу. На лице Чубатяня показалось удивление. Обычный культиватор 1-го уровня пробужденной души смог блокировать 50% моей силы. Но со следующим ударом ты не справишься. Батянь, вернись. Чубатянь был готов нанести еще один удар, который уничтожил бы противника, но, услышав голос, донесшийся из золотого экипажа, смог лишь ошеломленно вернуться на место. Золотой экипаж медленно двинулся вперед. Когда он остановился возле Чутяня, раздался голос: «Юноша, у тебя неплохой талант, и будет жаль, если ты здесь погибнешь. Если ты будешь предан мне и станешь частью моей свиты, я лично буду руководить твоей культивацией, стать частью его свиты, будет лично руководить культивацией». Чутянь прожил 2 жизни и впервые слышал, что кто-то хочет руководить его культивацией. Холодно улыбнувшись, Чутянь отчетливо произнес: «Мне. Все. Равно». Тишина. Повисла глубокая тишина, лица толпы побледнели. Молодой мастер Небесного Меча Чу Синхэ лично предложил ему руководство. Какая это была честь! Чу Синхэ был единственным человеком центрального города, который в будущем мог стать маркизом, и за ним мечтали следовать бесчисленные культиваторы пробужденной души. Этот безымянный юноша, безымянный культиватор, действительно с презрением отверг приглашение молодого мастера, да еще и у всех на глазах. Это была пощечина молодому мастеру, над улицей повисла пугающая аура, каждый прохожий чувствовал, как задыхается. Голос звучал ужасающе холодно. Безусловно, это самое глупое решение. Но почему? Чутянь ощущал беспредельное давление, но продолжал стоять прямо. Твое превосходство лишено добродетели, и, став твоим слугой, я бы начал лишь презирать себя. Моя воля сильна, и я не отступлю. Превосходство лишено добродетели. Начал бы лишь презирать себя, его воля сильна, и он не отступит. Эти слова впечатались в землю, словно золотые кирпичи. Они разрушили брусчатку, взорвав землю, несколько тысяч прохожих и солдаты изумленно уставились на него. Что за душа у этого человека? Этот юноша хочет отстоять свое достоинство, даже столкнувшись с таким человеком, как молодой мастер Небесного Меча. Неужели он не осознает, какие последствия будут у его поступка? Неужели достоинство для него гораздо важнее жизни? Глава 124. Волнение в центральном государстве. На лицах Чу Тунвэня и Чу Батяня отразился шок. Эти двое были не членами семьи Чу, а просто людьми с выдающимися способностями. Возможно, они решили служить ему или потому, что боялись сил молодого мастера Небесного Меча, или потому, что были в восторге от уважения, которое окутывало молодого мастера Небесного Меча, или просто пожелав приобщиться к этой семье. Кончилось тем, что они отказались от своих фамилий и стали слугами Чу Синхэ, молодого мастера Небесного Меча. Молодой мастер Небесного Меча был несравненно элегантным, никто в центральном государстве даже не мог с ним сравниться. Неважно, кто видел его, каждый понимал, что он в разы хуже. И вдруг нашелся такой самоуверенный человек, кто-то невероятно гордый, способный противостоять славе молодого мастера Небесного Меча. Оба были людьми молодого мастера, а Чу Тунвэнь даже сражался с Чутянем, но сейчас они не могли скрыть, что сильно уважают этого юношу. Они даже восхитились. Потому что он сделал то, чего не могли сделать они, однако этот юноша был посредственностью. Сегодня самые высокие деревья будут сломаны ветром, сегодня юноша, каким бы талантливым он ни был, исчезнет из этого мира. Голос Чу Синхэ был очень спокойным. Его голос был полон достоинства, словно король разговаривал со своим гражданином. В центральном государстве знают, что случится, если оскорбить молодого мастера. «Раз ты так уверен в себе, я дам тебе шанс», это прозвучало, как награда. Один удар. Я нанесу всего один удар, опустившись на уровень, которого достиг ты. Голос молодого мастера звучал загадочно. Казалось, он может остановить даже ветер и дождь. Если ты сможешь отнять у меня меч и не умереть, ты сможешь жить дальше. В противном случае тебя больше не будет на этой земле.
Как только толпа услышала это, всем тут же стало жалко юношу. Они уже считали его мертвецом. У молодого мастера Небесного Меча была очень громкая репутация. Чу Син Хэ, крадущего жизнь одним ударом, говорили, что даже равные ему по силе не могли блокировать его удар, исключениями не были даже трое других молодых мастеров. Трудно было представить, насколько был силен молодой мастер Небесного Меча. Даже такие могущественные личности, как Чу Тун Вэнь и Чу Батянь, подчинились Чу Син Хэ, когда он одним ударом одолел их. Отныне они были готовы отдать за него жизнь. Чу Тянь слабо улыбнулся уголками губ. «Кажется, ты вполне уверен, что сможешь убить меня всего одним ударом, так что давай сразимся». Как насчет 2 или 3 ударов? Жители центрального государства потеряли дар речи. Этот мальчишка действительно был бесстрашным. Смерть дышит ему в спину, а он продолжает спорить. Даже если молодой мастер Небесного Меча снизит силы до 1-го уровня пробужденной души, ему хватит одного удара, чтобы убить культиватора 3-го уровня пробужденной души. Его сила превосходила здравый смысл. Чу Син Хэ холодно спросил: «Ты готов?» Чу Тянь улыбнулся. «К чему я должен был готовиться?» «Вперед!» В тот же миг воздух заполнила тяжелая, невероятно сильная аура. Любой культиватор 1-го уровня пробужденной души, столкнувшись с таким давлением, замирал на месте, растеряв все силы сражаться. В этот миг в небо взлетела золотая духовная энергия, и показалась яростная лапа с 4 когтями. Появившийся дракон был покрыт золотой чешуей, и на каждой лапе была выгравирована руна, источающая подавляющие силы. Он несколько раз облетел вокруг золотого экипажа, и вдруг тайное искусство духовного меча. Раздался в экипаже мощный голос. Небо тут же прорезал золотой меч, который стремительно слился с драконом. Их свечение было настолько ярким, словно на землю опустилось солнце, и появился он. Меч золотого дракона — легендарный духовный источник молодого мастера Небесного Меча. Самый сильный духовный источник, который только мог появиться в семье Чу за последние несколько веков. Меч Золотого Дракона обладал непревзойденной мощью, его приближение нельзя было остановить. Удар небес. Это был самый сильный удар тайного искусства духовного меча. Вероятно, в познании этого искусства он достиг даже не царства большого успеха, а совершенного царства. Меч Золотого Дракона стал наливаться силой, способный расколоть небеса, и в мгновение ока достиг своей максимальной мощи. Уже через миг он устремился к Чу Тяню. Вверх, вниз, влево, вправо — все эти направления были заблокированы. Чу Тянь не мог избежать этого удара, тело Чу Тяня покрыл звездный свет, он достал из ножен адский меч. На ледяном лезвии меча показались большие руны, и меч покрылся белосиним огнем. Чу Тянь, защищенный бессмертным звездным телом, вооруженный адским мечом, даже не собирался уклоняться. Даже столкнувшись с таким сильным давлением, он шагнул вперед. Взмахнув длинным пылающим мечом, он нанес удар. Адский меч мог поглощать энергию, а адское пламя могло разрушать энергию, так что комбинированная атака могла заметно ослабить атаку противника. Однако Чу Син Хэ был слишком сильным. Мощь, рвущаяся вперед, полностью превосходила допустимый диапазон. Ци меча рассыпалась на тысячи крохотных игл. Тело Чу Тяня захлестнула тяжелая волна ци, и бессмертное звездное тело мгновенно раскололось на куски. Чу Тянь громко взревел. Из его тела продолжала вливаться духовная энергия, он заставил адский меч вырваться вперед и пробить барьер силы меча Золотого Дракона. Он использовал всю силу бессмертного звездного тела, чтобы защититься от ужасающей силы единственного удара. «Проваливай!» Чу Тянь дико взмахнул адским мечом, и меч Золотого Дракона отлетел в сторону. Его подбросило в воздух и откинуло обратно к золотому экипажу. Дыхание Чу Тяня стало сбивчивым, а одежда покрылась рваными дырами. На его окровавленном теле было по меньшей мере несколько сотен ран. Но он все равно стоял на ногах. Он даже не упал. Он был серьезно ранен, но ему удалось выдержать атаку Чу Син Хэ. Все были потрясены тем, что этот юноша действительно отбил удар Чу Син Хэ. Он даже не отступил. Говорили, что молодой мастер Небесного Меча может убивать одним ударом. А этот юноша был совершенно обычным, и этого было достаточно, чтобы взбудоражить все центральные государства, размазав по лицу кровь, текущую из уголка губ. Чу Тянь громко рассмеялся. «Молодой мастер Небесного Меча Чу Син Хэ? Тебе не помогла даже твоя культивационная техника. Как я могу стать твоим слугой?» Чу Батяня охватила ярость. «Теперь я точно убью его». «Забудь об этом». Прозвучал в золотом экипаже голос Чу Син Хэ. «Я сдержу свое слово. Раз уж ты смог отбить мою атаку, сегодня я пощажу твою жалкую жизнь. У меня уже давно не было подходящих соперников. У тебя серьезный потенциал, и если ты умрешь сейчас, это будет пустая трата таланта. Стань сильнее и уже потом сражайся со мной».
Когда настанет время, я убью тебя». Уставившись на Чутеня, Чу Батянь сказал: «Считай, что тебе повезло, сопляк». Чу Синхэ тихо приказал: «Поехали». Отряд молодого мастера Небесного Меча исчез вдалеке. Чу Синхэ был сильнее, чем люди могли представить. Толпа медленно хватала воздух ртом. На лице каждого присутствующего был виден шок. Всего через 2-3 дня о произошедшем будет знать все центральное государство. Чутянь развернулся и направился к толпе. Мерцание адского пламени. Чутянь больше не мог здесь оставаться, поэтому мгновенно активировал свое искусство меча. Быстро войдя в пустой мир, он исчез из толпы. Юный безумец блокировал удар молодого мастера Небесного Меча, легенда о смертельном ударе рассыпалась в прах, все начали сплетничать. Откуда взялся этот парень? Он смог отбить удар молодого мастера Небесного Меча. Нет, нет, нет. Отразить его не так уж и просто. Молодой мастер Небесного Меча спустился на его уровень силы, но культивационная техника молодого мастера уже достигла царства большого успеха. А этот юноша достиг всего лишь царства малого успеха. Как ты можешь их сравнивать? Услышав это, все были поражены. Преимущество в любом случае было на стороне молодого мастера Небесного Меча. Тайное искусство духовного меча — самая сильная культивационная техника центрального государства, а молодой мастер достиг в ней царства большого успеха. Как их вообще можно сравнивать? Парни, вы ничего не понимаете. Молодой мастер Небесного Меча снизошел до противника, иначе бы этот сопляк успел несколько раз умереть. Молодой мастер Небесного Меча, член семьи Чу, он заполучил древнее наследие. Его могущественная культивационная техника — это не тайное искусство духовного меча, а, скорее всего, это самое древнее наследие. Молодой мастер Небесного Меча не использовал свое уникальное мастерство, так что нельзя сказать, что он сражался в полную силу. Тем не менее, этого хватило, чтобы нанести тяжелые ранения. Разница в силе бросается в глаза. Люди, преклоняющиеся перед молодым мастером Небесного Меча, немедленно заспорили. Но они были очень разумными. Молодой мастер был не простым наследником семьи Чу, он был еще и человеком, который заполучил древнее наследие. Никто не знал, какова его истинная сила. Неверно. Вы все ошибаетесь. Вы упускаете самый важный момент. Молодой мастер Небесного Меча призвал свой духовный источник, а этот юноша? На протяжении всего боя он не призывал духовный источник. Это еще сильнее всех ошеломило. Верно, юноша не призывал духовный источник, задумавшись об этом, все несколько испугались. Человек, не призывавший духовный источник, смог отбить такую сильную атаку молодого мастера Небесного Меча. Как это было возможно, сила культиватора, который использовал духовный источник, и сила культиватора, который этого не делал, явно различались. Культиватор с духовным источником был намного сильнее, потому что источник увеличивал его силу в несколько раз. Даже если бы юноша призвал духовный источник, он не сильно помог бы ему. Но он мог бы избежать ранений и полностью отбить атаку молодого мастера Небесного Меча. Почему? Почему он не призвал духовный источник? Всем трудно было принять суровую реальность. Этот юноша взялся буквально из пустоты. Кто он и откуда? Центральный город снова наводнился вопросами. Однако никто в центральном городе не знал об этом юноше, никто не знал, кто он такой. После встречи с молодым мастером Небесного Меча этот юноша бесследно исчез. Глава 125. Желание стать сильнее. Чутянь не желал в первый же день вызывать волнение. Если бы он раскрыл свою личность, то упустил бы инициативу. К счастью, Чутянь не призвал свой духовный источник. Никто не был способен узнать Чутяня, полагаясь лишь на его способности и внешний вид. Конечно, Чутянь заплатил высокую цену, чтобы скрыть свою личность. Чу Синхэ казался справедливым, однако на самом деле он был довольно хладнокровным и зловещим. Чу Синхэ отпустил юношу и даже изобразил щедрость, позволив Чутяню стать еще сильнее, чтобы тот снова бросил ему вызов. И тогда молодой мастер Небесного Меча на глазах у всех победит его. Но на самом деле у Чу Синхэ была и другая причина, по которой он позволил юноше уйти. Этот удар включал в себя бесчисленные тысячи игл, которые проникли в тело врага. Удар был достаточно сильным, чтобы полностью уничтожить меридианы человека. И если враг не умирал, то он становился калекой. Чу Синхэ был уверен в своем методе. Он считал, что юноша станет калекой. Вот почему он так благосклонно отпустил юношу. Но Чу Синхэ допустил ошибку. Адский меч защитил тело Чутяня и поглотил большую часть энергии. Мощная защитная сила бессмертного звездного тела блокировала остатки энергии, не оставив от нее даже щепотки ци. Чутянь уже давно с помощью бессмертного звездного тела закалил свои меридианы, поэтому они стали очень устойчивыми, их способность к регенерации заметно повысилась.
Они могли немного повредиться, но не могли разрушиться до конца. Но не стоило недооценивать его навыки. Чутянь скрывал свой духовный источник, но сражался ли Чу Синхэ в полную силу? Даже если бы Чутянь приложил все усилия, у него были бы крайне низкие шансы на победу. Более того, Чу Синхэ был на пике 4-го уровня пробужденной души. Семья Чу Синхэ, просто дождись меня. И дело даже не в недовольстве истинного владельца этого тела. То, что ты сделал со мной сегодня, привело меня в ярость. Чутянь был не глуп, и он не понес никаких убытков. В зависимости от ситуации он мог прощать людей. Но то, что Чу Синхэ сделал сегодня, было самым настоящим оскорблением. Так что рано или поздно ему придется расплатиться, и тогда он станет позором семьи Чу. Чутянь сделает это, как только ему представится возможность. Чутянь понимал, что пока может лишь терпеливо ждать. Как только он обретет силу и влияние, так сразу же заберет долги. Вперед! Отправимся на центральный государственный рынок и осмотримся. Хочу узнать, есть ли там что-то полезное. Чутянь переоделся в чистую одежду и надел на голову бамбуковую шляпу. Спрятав Лисенко в складках одежды, он покинул гостиницу. Сейчас Чутянь был слабее, чем Чу Синхэ. Основная причина заключалась в различии их культивационных техник. Бессмертное звездное тело было мощной техникой, но Чутянь применял ее лишь для закалки тела. Рано или поздно ему придется взять на вооружение более сильную культивационную технику. Призрачное пламя ада было именно такой техникой. Пока Чутянь был ограничен и не мог найти ресурсы для культивации, поэтому не мог практиковать такую технику. Однако призрачное пламя ада обладало и оборонительными, и нападающими возможностями, поэтому это был самый подходящий метод для Чутяня. Однако его уровень был слишком низким. Как только он поднимется выше, он сможет уверенно сражаться на одном уровне с Чу Синхэ. Чутянь был уверен, что сможет победить его, достигнув того же уровня. В центре столицы располагался Дом сокровищ. Это был крупнейший аукционный дом центрального города. Дом сокровищ принадлежал нескольким крупным семьям. В нем хранились земные и небесные сокровища, предоставляемые крупными отрядами наемников и многочисленными семьями. Чутянь был новичком в этом городе. Дом сокровищ был отличным местом, он походил на восьмигранный дворец, весь сделанный из белого нефрита, и производил впечатление высококлассного заведения. Всего во дворце было 8 входов, и каждый из них тщательно охранялся. Здесь хранились сокровища высшего класса. Это означало, что было их здесь не так уж и много. Самый дешевый предмет здесь стоил несколько десятков тысяч золотых монет, даже культиваторы пробужденной души с трудом могли их себе позволить. Прибыв в дворец сокровищ, Чутян поразился товаром, что там увидел кровавая трава тысячелетнего дракона. Стоимость — 1,5 миллиона золотых монет. Кровавая трава тысячелетнего дракона была эликсиром 2-го уровня, и чтобы стать им, ей нужно было порядочно вырасти. Она должна была расти около 2550 лет. Практически она была почти лекарством святого класса. Хотя она не была настоящим святым лекарством, она все равно стоила в несколько раз дороже обычных эликсиров, и даже цена в 1,5 миллиона не была завышенной. Чутянь бродил и оглядывался. Здесь было несколько товаров, которые стоили больше миллиона золотых монет, и многие из них пригодились бы Чутяню. Вот только деньги, что были у него с собой, предназначались на другие расходы, поэтому Чутянь, даже найдя что-то полезное, не смог бы ничего купить. Впереди в толпе раздался шум. «Прочь с дороги! Прочь, освободите дорогу!» Толпу остановили 100 или 200 стражников. 6 старцев, одетых в белое, толкали золотую тележку, накрытую алой тканью, прямо в центр Дома сокровищ. Перед огромной витриной они остановились. «Активируйте печать». Старцы стали синхронно исполнять приказ. Алмазная витрина раскрылась, они положили предмет внутрь, а затем сняли алую ткань. Когда толпа увидела скрытый под ней предмет, у всех чуть глаза не вылезли. Это был большой черный камень, достигавший в диаметре 1 джана. Камень был чернильно-черным, казалось, что он сделан из вулканического стекла. Внутри пылало зеленое пламя. Камень элементаля. В Доме сокровищ было немало драгоценностей, но увидев этот камень, Чутянь опешил. В этом странном и красочном мире существовала такая странная форма жизни, как элементаль. Элементали полностью отличались от существ из плоти и крови, их тело состояли из чистой энергии. У них был иной образ жизни, иной способ размножения, иные привычки. У элементалей не было пола. Поэтому размножались они странно. Они разделяли свои тела и помещали их в безопасные хранилища. Отделенная часть не имела собственного сознания, но проведя в инкубации длительное время, она развивала свое сознание и становилась новым элементалем. Огромный камень, лежащий перед Чутянем, был одним из инкубаторов элементаля. Он был уверен, что это темный элементаль.
Как правило, такие вещи скрывались глубоко под землей, найти подобное на поверхности было трудно. Нельзя было даже представить, где в центральном городе можно было его найти. В этот миг адский меч взволновался. Стало ясно, что чистая энергия в камне резонировала с адским мечом, Чутянь все понял. Энергия в камне могла насытить адское пламя и помочь адскому мечу восстановить свою силу. Этого было достаточно, чтобы Чутянь прорвался на следующий уровень. Это отлично, Чутянь заинтересовался, но стоило ему увидеть цену, как ему показалось, что его окатили холодной водой. 35 миллионов золотых монет — это была невысокая цена для подобного элементаля, однако где Чутянь мог взять 35 миллионов золотых монет? Черт побери, он наконец нашел сокровище, способное увеличить его силы, но не может его купить. Чутянь ощутил сильное раздражение. 35 миллионов золотых монет — немалая сумма. Но Чутянь был уверен, что достанет эти деньги. Единственное, о чем он беспокоился, так это о том, что кто-то купит камень, прежде чем он соберет деньги. Ах! 35 миллионов золотых монет. За этот жалкий камень. Это просто вымогательство. Люди в толпе заговорили, большинство из них были удивлены и теперь жаловались. Никого из них камень не заинтересовал. Элементали были не сильно ценными, люди не знали, что с ними делать, и даже если кто-то покупал элементаля, то потом утрачивал к нему интерес. Обсудив камень, толпа быстро рассеялась. Согласно правилам, если в течение месяца подобные сокровища никто не покупал, их выставляли на аукцион по сниженной цене. Шанс еще оставался, Чутянь принял решение. Он как можно скорее соберет 35 миллионов золотых монет и купит его. В доме сокровищ было много ресурсов, но все они были очень дорогими. Чутянь понимал, что в центральном городе такие суммы не считаются крупными. Торговое чудо развивалось быстро, но этого было недостаточно. Если Чутянь хочет стать сильнее, то ему нужно заработать больше денег и заполучить больше ресурсов. Однако в этот момент внимание Чутяня тут же привлекло другое сокровище. Это было нефритово-белое насекомое размером с половину ладони. Нефритовый шелкопряд, так называли шелкопрядов, которые после смерти превращались в нефриты. Это сокровище легко можно было использовать как эликсир второго уровня. Нефритовый шелкопряд питался лечебными травами, поэтому его тело переполняла сильная духовная энергия. После смерти шелкопряд превращался в кусок нефрита, однако после смерти его духовная энергия не рассеивалась, а полностью сохранялась. Это и превращало его в эликсир второго уровня. Этот предмет мог заметно увеличить силы человека. Он бы весьма пригодился Чутяню. Чутянь тут же спросил, сколько стоит этот нефритовый шелкопряд? 200 тысяч золотых монет. Молодая девушка-консультант увидела, что Чутянь выглядит как бродячий культиватор, и ее взгляде мелькнуло презрение. Она подчеркнула, мы против обмена на другие сокровища. Для эликсира второго уровня это было не так уж и дорого. Для обычных культиваторов 200 тысяч золотых монет были серьезной суммой, но для Чутяня это было немного. Чутянь достал пачку золотых карт. Он был готов заплатить прямо сейчас. «Подожди». Раздался голос у него за спиной. «Я хочу, чтобы этот нефритовый шелкопряд достался мне». Юноша даже не заметил Чутяня, словно тот был невидимкой, и остановился прямо перед нефритовым шелкопрядом. Указав на него, он сказал: «Упакуйте его для меня». «Я тороплюсь». Увидев его одежду и жетон, девушка-консультант мгновенно переменилась. Ее отношение сразу же стало очень теплым. Это молодой мастер Тун. «Пожалуйста, подождите минуту. Я сейчас же его упакую».